Если у мужчины было много девушек, то он крутой, а если у девушки было много мужиков, то она шлюпка. Сейчас, наверное, эта молодая особа будет удивляться, а почему же оно так? Давайте сразу вам скажу почему, потому что, как правило, женщина позволяет, мужчина добивается, это суть естественного отбора, связано это с тем, что только достойные особи, которые в чем-то лучше всех остальных, должны размножаться, а все остальные не должны, это, так оно и работает. В данном случае отбор проводит женщина, почему? Потому что ее ресурс, он истрачивается быстрее. Мужчина может детей делать много раз на день, туда, и вот так это все по ребенку может быть, а женщина одного на год, даже на два, потому что она потом еще какое-то время неактивна. Из этой биологической особенности как раз таки и вытекает то, что выбирает именно женщина. Эта фраза очень прекрасно работала раньше, когда девушки реально никому не давали. Вот они никому не дают, а вот только этому все дают. Ну да, тогда понятно, что он крутой. А что у нас сейчас? Общество девушек разделилось. Часть девушек ударилась в радикальный феминизм, что им мужик вообще нахуй не нужен. Это только на словах, знаете, это дело в чем? Смотрите, настоящие радикальные феминистки — это люди, по моему мнению, это люди, которым что-то где-то вот почему-то не получается. Получить бабки. Они смотрят, что кто-то, как вот эта шлюпка, как они говорят, как она там живет. И черт возьми, я тоже так хочу, а у меня такого мужика нет, который мне за бесплатно будет давать, или я там не могу себя продать за 2000 евро за ночь, какой-то, знаете, вот этот спорт всякий. И тут у тебя два варианта. Либо ты, скажем так, засираешь этих женщин, которые имеют то, чего нет у тебя, либо мужчин, которые им это дают. Радикальные феминистки — это такой вид людей, которые умудряются и туда попасть. Еще часть девушек понаслушались всяких коучей, которые говорят, что нужно давать мужику только после того, как он подарит там шубу, квартиру, машину, свозит на Мальдивы, а до нет. Я вам так скажу, что это так не работает. То есть есть просто женщина, которая знает себе цену и соответствующим образом выглядит и себя ведет. А есть женщина, которая она может из себя строить кого угодно, и ты мне шубу удари, а потом ее может слать очень далеко, потому что просто она того не стоит. Понимаете, у всего есть в мире своя цена. И цена данного конкретного события, чего ты хочешь получить от этой женщины, для тебя, она тоже есть, и ты сам решаешь в голове, стоит ли оно тебе. А если, она не выглядит соответствующим образом, что ты так не готов отдать все в мире сокровища для того, чтобы обладать этой прекрасной особой, да, тогда не получится, Еще часть девушек ударилась в психологию и осознанность, и они понимают, что не надо давать всем подряд, и это только в серьезных отношениях. Это не называется психолог, это не называется философ, это называется, инфо-цыган. Вот эти вот все странные особы, которые ведут в инстаграмах, в тиктоках, где-то еще свои аккаунты, даже вот эта вот она вот, которые делают вид, что они что-то знают, как надо жить, и при этом им реально, многим из них отроду, я не знаю, без году неделя. Я просто смешно слушать и смешно смотреть. Есть вещи, которые действительно нужно прожить, чтобы узнать, И это очень смешно слышится, когда тебе 16-летняя школьница рассказывает о том, как там в отношениях, как там психология, самец-самка. Еще часть девушек просто ударились в современные взгляды и просто дают всем подряд, направо и налево. И только за счет вот этих девушек, которые дают просто сразу каждому, и достигается количество партнерш у мужчины. Смотрите, давайте так, я скажу свою точку зрения, что я не вижу проблемы, никогда ты не даешь никому, никогда ты даешь всем подряд. Проблемы для меня нет никакой вообще ни в каком случае. Каждый делает как хочет, и кто я такой, чтобы лезть просто всем и рассказывать, как вы замечаете, я в своих видео никогда не рассказываю, как оно правильно. Стараюсь не рассказывать, я всегда говорю, мне кажется, я думаю, потому что я не знаю как, потому что я недостаточно высокомерен для того, чтобы думать, что я знаю все. На самом деле в каждом городе, поселке есть вот этот вот список девушек, которые ложатся под всех просто, с кем попало. И все эти мужчины, которые хвалятся количеством партнерш, ходят просто по кругу, по одним и тем же девушкам. Тебе не нравится кто? Мужчины, которые хвалятся, или же... Не, хвалиться тем, что скольких ты там оприходовал, это тоже такое себе дело, это вообще не показатель Не, если ты там поспорил наспор с другом на бабки, это одно дело, но когда ты ходишь и рассказываешь всем, что какой ты крутой, потому что это уже странно. Как по мне, можно ходить рассказывать достижениями, которые реально сложные. Я залез на Эверест, я не знаю, покорил. Я там, хотя бы там прыгнул с парашюта, это, хотя бы страшно, да. Я заработал $1 000 000, не знаю, вот реально сложное достижение. Я реально не понимаю, что крутого поиметь девушку после там каких-то гопников с района. Я не понимаю, чего крутого поиметь кого бы то ни было вообще. В принципе, неважно, кто его имел до этого и насколько он легкодоступен. Я вообще не понимаю смысл этой дискуссии, черт его возьми. Или после точно таких же мужчин, как и вы, или после каких-то бомжей.
В чем здесь достижение-то? В том, что вы прошлись по тому же списку, что и все другие мужчины до вас? Ладно, хорошо. Вот она не понимает, как оно работает. Я постараюсь объяснить, как мне кажется, как оно работает. Итак, поскольку, как я уже объяснял, женщина позволяет, а мужчина добивается, мужчина, у которого было много половых актов с разными женщинами, автоматически заслуживает какой-либо авторитет, как у мужчин, так и у женщин, по той простой причине, что ему же за что-то дают. Что-то в нем есть, да, и, возможно, ты девушка, ты тоже к нему будешь более предрасположена, и или ты мужчина, ты тоже будешь его больше уважать. Это так работает, как мне кажется. Плюсы встречаться с меркантильной девушкой. Нежданчик, да? Нежданчик сейчас она скажет в том плане, что есть какие-то плюсы. А для мужчин плюсы реально есть. Первое. Эта девушка удобная. Она доступна 24/7, всегда, когда вам нужно. Вообще не факт. Вообще не факт. Многие меркантильные люди ведут себя точно так же, как и не меркантильные, но при этом являются меркантильными. Она оказывает вам всевозможные услуги. Бытовые, интимные, услуги суррогатной матери, блин. Просто перечисляя там прайс-лист проституток, да, то есть заходишь там, то делаю, это не делаю, то стоит столько, а это столько. Ну и раз уж зашла об этом тема, то для тех, кто ищет кого-то, кого можно содержать, или кто хочет, чтобы их содержали, есть замечательная платформа, называется Emily Dates. Суть в том, что это как раз сайт для знакомств именно на таких основаниях, если ты знаешь, что ты хочешь, конкретно заработать денег или потратить денег и получить кое-что. Это именно то место, где ты можешь найти себе то, что ты ищешь. От студенток до моделей и медийных личностей там все есть. Ну, естественно, с другой стороны, там есть богатые мужчины. По девушкам, большинство от 18 до 25. Каждый человек, зарегистрированный на этом сайте, указывает цель отношений, либо одноразовая, либо долгоразовая, как ему хочется. Да, и поиск, как в Гугле, знаете, только по размеру, там, размер того, размер всего, размер груди, все, что вам надо, там все это можно настроить, если, конечно, человек указывал это в своем профиле. Ну и, естественно, есть процедура верификации, то есть девушки, которые там заводят свои профиля, они проходят эту самую процедуру, соответственно, ты можешь быть уверен, что как бы фотография соответствует, что никаких ботов, ничего подобного. Ну и да, я рекомендую сразу премиум аккаунт себе оплатить, с этим откроется больше возможностей, поскольку ты заходишь туда, если ты мужчина, заходишь туда с определенными целями, то будет не лишним. Смотрите, какое хорошее место, и для тех, и для других, всем хорошо, всем все выгодно. В общем, Emily Dates, ссылка в описании, заходи, регистрируйся. А мы едем дальше. Понимают, что им нужны деньги и относятся к мужчине как к боссу на работе. Короче, они отрабатывают свои деньги, чтобы получить еще больше. Я еще раз говорю, что есть специальная категория как бы женщин, которая, собственно, у них есть прайс услуг, и ты точно знаешь, сколько ты за что платишь, ты изначально либо согласен, либо нет. Нет ни малейшего смысла искать себе такую и селить у себя ее дома. Сожительствовать нужно с человеком, который в тебе заинтересован не только материально, иначе ничем хорошим это не закончится ни для кого из вас, скорее всего. Такая девушка никогда не выносит мозг и не спорит. Она понимает, что мужчина хочет быть всегда прав, быть лидером, и если она будет вызывать у него негативные эмоции, у него просто отпадет желание давать ей деньги. Об этом переживает не только меркантильно, а абсолютно любая женщина и вообще любой человек, потому что возьмем ситуацию, он или она живет в квартире у своей второй половины, и, собственно, если вдруг как бы они сейчас разойдутся, то надо обратно идти, снимать где-то, искать, а это проблема, это лишние расходы, или к маме обратно переезжать. Ну, это как бы в 30 лет-то не очень хочется, и понимаешь, и как бы нету выбора, и все переживают по этому поводу, да, и поэтому многие, как это говорится, феминистки вот так вот и придумывают вот этому название, называется типа финансовый харассмент или как-то так. Короче, суть такова, что ты типа угнетаешь человека финансами, ну, грубо говоря, подкупаешь его, и у них в этом виноват тот, кто подкупает, хотя на самом деле виноват тот, кто берет, потому что, ну, черт возьми, у него же есть выбор, его же никто не заставляет, ты либо бери, либо не бери, либо бери и терпи, либо не бери и не терпи, вот и все. И они выбирают брать и терпеть, что логично, так выберут большинство людей, потому что мы все любим бабки. Третье. Эти девушки всегда красивые, ухоженные, легкие, такие воздушные, в хорошем настроении. Когда ты сожительствуешь с человеком, он не может быть всегда каким-то вот хорошим, воздушным, легким. Это, во-первых, зависит от самого человека, каждый ведет себя по-своему в домашнем быту. А во-вторых, ну невозможно постоянно 24 часа в сутки играть роль. Это работает, когда ты с кем-то встречаешься, вот и вот там вот это все происходит. То, что у них, блядь, есть деньги, они вкладывают эти деньги в себя. Они понимают, что им нужно вызывать у мужчины желание, нравиться ему и быть красивой, радовать его взор. Ну, я тебе скажу, что если женщина просто любит мужчину, то она тоже хочет
хочет быть красивой для него, как бы. Моя жена ради меня старается, то есть она пытается сделать себя красивее для того, чтобы радовать мой взгляд, и я об этом не прошу, ей просто это хочется. И она уже от меня получает деньги десяток лет. И я не думаю, что она сильно переживает, что вот завтра вот ей финансовый кран-то кто-то перекроет. И да, она все равно это делает, потому что ей это просто нравится. Ей доставляет удовольствие, доставляет мне удовольствие. И так оно и должно быть. И если это не так, то у вас ничего хорошего не выйдет, мне так кажется. Мужчины такие наивные, просто пиздец. Вот ни ногой в сраный ЗАГС, никаких штампов в паспорте. А то же у меня отберут мое ипотечное жилье, ту мою ипотечную однушку придется пилить. Прошу прощения, однушка может стоить несколько десятков миллионов. Даже однушка, зависит от места, зависит от страны. Ипотечная однушка — это тоже частично выплаченная однушка, и как минимум за нее внесен первый взнос, который заключается от 10% и выше. Это, на секундочку, неплохие бабки. И да, люди и 10 тысяч рублей готовы украсть, и 1000 рублей, не говоря уже о сотнях тысячах и миллионах. И когда мужчина переживает по этому поводу, он абсолютно прав, потому что закон в данном случае не на его стороне. Я скажу так, не мужчина, а человек, владеющий имуществом, неважно кто это. Для вас небольшое откровение. Женщина, живя с вами без всякого штампа, имеет вас на бабки гораздо больше, чем просто покупка жилья. Вы просто сядьте и посчитайте свои доходы и расходы. Не, я так вам скажу, что без расходов на вторую половину, в принципе, не получится, потому что, это же все-таки отношения, и там подарок, там, сходить куда-то вместе, посетить что-то. Если вы будете постоянно каждую копейку считать пополам, это не отношения. Самое лучшее, это когда никто вообще не считает деньги. Есть общий семейный бюджет, из которого оно выделяется, вот и все. Но суть другая, что если зарабатывает только одна сторона, то второй, который сожительствует, есть такое понятие, как гражданский брак, и это вполне себе юридическое понятие. На основании его можно требовать часть имущества, нажитого в гражданском браке. Имейте в виду, вот как в официальном закрепленном браке, вот если с вами сожительствует ваша вторая половина больше, чем полугода, она уже начинает юридически иметь право, если докажет, конечно, на все, что вот спустя этих полгода вы приобретаете. И тут даже не идет речь уже о каких-то там тратах. Вы тратите на женщину раз в 5, в 10 в среднем больше, чем просто покупка жилья. Я прошу прощения. То есть, допустим, мое жилье, когда оно закончится, оно будет стоить на тот момент, по прикидкам, где-то от 700 до 1 000 000 баксов. Это, то есть, я 10 миллионов трачу? У меня таких денег даже нет. Я просто... Если женщина требует с вас штамп, здесь дело не в том, что женщина там меркантильная или хочет с вас квартиру какую-то поиметь. Здесь дело скорее в психологическом состоянии женщины. Вот тут вот я согласен. На самом деле, не все думают про меркантильную составляющую. Многие люди сходятся действительно по интересам. Вот нравится мне ты нравишься, я нравлюсь тебе тоже. И нам все хорошо, и на данный момент, по крайней мере, и мы там вместе. Другое дело, что когда она придет к подружкам, а подружки покажут свое кольцо и скажут, что у них 15 детей, и они вообще называются гордо жены именуются, а твоя именуется девушка, и она такая сидит, такая думает, в смысле? По крайней мере, так оно чаще и бывает. И она приходит домой, слушай, а где мое кольцо? А где моя гордое звание жены? Плевать будет на денежную составляющую, потому что она просто хочет зваться женой. Это очень важно для нее из-за воспитания, из-за менталитета. У нас в обществе считается, что сильная женщина — это та, которая все сама на себе тащит. Всю семью тащит, мужа лентяя и детей, карьеристка, много денег зарабатывает. Вот ее жизнь бьет, а она все равно все может. То, что ты себе в голове придумала или сказала тебе твоя подруга или мать, и ты где-то услышала и так подумала, что это так думают все, это не значит, что так думают все. Вот я так не думаю. Я думаю, что сильная женщина, та, которая жмет после больше, чем сотки. Вот все, поломалась твоя система. Современное общество настолько подстроено под мужчин и функционирует по мужскому принципу и мужской модели, что и девочек воспитывают точно так же. Девочек воспитывают женщины, мальчиков воспитывают женщины. В детсадах воспитательницы женщины, в учителях в школе женщин. И только в университете, когда человек, в принципе, основное воспитание свое уже получил и какую-то картину мира уже себе построил, появляются преподаватели мужчин. Только в университете. О чем ты говоришь, я не знаю. Что подстроено под мужчин, я не знаю. Даже само законодательство подстроено под женщин. Почти во всех развитых странах есть квоты на женские места. Это прямой сексизм в сторону мужчин. То есть мужчин никогда никого не заставляют брать на работу, а вот женщин заставляют брать на работу. Обязательно, вот ты работодатель. Может, я не знаю, просто не любишь ты брать же, не хочешь ты с ними работать, ты обязан. И женщины уже настолько тупеют, что даже не знают, в чем их реальная сила. Не согласен, как раз женщины сейчас умеют, очень даже умеют. Они прекрасно знают, в чем у них сейчас сила, и прекрасно это все используют. Я сам попался в такую ловушку.
Так вот, по-настоящему сильна та женщина, не которая все тащит, а ради которой все делают. Это самое хитрое. Не только мужчины, которые за ней ухаживают, а и родители, и ее дети, и друзья-подруги, и коллеги. Все же слышали, что настоящая женская сила в ее слабости. Но на самом деле она не то, что в слабости, а в том, чтобы люди хотели для этой женщины все делать. И опять раскрывается из ее же слов еще одно преимущество у женщины, которое есть у нее, которого нет у мужчины. Представьте себе ситуацию, мужчина, ради которого все хотят что-то делать. Да, ну такого не бывает, да. Вот наоборот очень даже. Как правильно сказала, у него может быть муж, дети, родители, и все ради нее что-то делают. А если мужчина, ну кто ради него будет что-то делать? Дети или там кто вы? Жена? Ну вот разве что родители, как бы. Давайте в целом я вам так скажу, что вы в принципе должны искать себе человека, который заинтересован в вас в чем-то, кроме финансов. Это обязательное условие, без которого длинных отношений не построить. Если у тебя нет желания построить длинные, то да, тогда тебе не важно. Но если ты собираешься как бы на долгую, то что мужа, что жену себе надо искать того, кто заинтересован в тебе, а не только в твоих деньгах. В том числе и в твоих деньгах, конечно же, потому что, взрослые люди не будут как бы без финансовой составляющей. Ты же ничего не сделаешь, ничего не построишь, потомство не вырастешь, капитал не наработаешь, на пенсию не заработаешь. У нас же, вы же понимаете, где мы живем, на пенсию себе сам ты должен зарабатывать. Вот такой мой вам совет. Спасибо, что смотрели. Пока.